Партнер программы – компания «Самара Авто Юг». Официальный дилер Ford в Самаре. По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди. Оскар Уайльд. Узрите новый Ford Explorer. И боюсь, я вынужден сразу придраться к слову «новый», потому что новое в нем надо искать с подсказками. Ford действительно называет Explorer новым. Я даже специально брошюрку распечатал, и здесь написано «Новый Ford Explorer 2018 модельного года». Но если вы начнете искать в нем какие-то серьезные изменения, то зря потратите время. Сейчас я расскажу, что они изменили. Первое, что бросается в глаза, это измененные противотуманные фары. Теперь они узкие и горизонтальные, а под ними фальшивый воздухозаборник. Изменилась форма бампера, визуально он выглядит проще и мощнее. Добавилось немного украшений и новая решетка снизу. Соты радиаторной решетки стали крупнее, а сама она красится в более светлый цвет, чем раньше. Задний бампер изменился в нижней части, выступы над выхлопными трубами более рельефные, а сбоку бампера появились декоративные элементы. И это в принципе все. Двигатели те же, подвеска та же, салон такой же, дизайн кузова такой же. Можем расходиться. Хотя нет. Знаете, судить по внешности можно, но судить только лишь по внешности, на мой взгляд, не очень правильно, поэтому давайте-ка заглянем поглубже. На первый взгляд в салоне ничего не изменилось. Те же не самые крутые отделочные материалы, та же компоновка и та же мультимедийка от Sony. Они даже интерфейс Sync не поменяли. Но изменения все же есть. Например, вот этот USB-порт на ветровом стекле. Сюда можно подключить радар-детектор, дополнительный навигатор, если вы таксист или не доверяете встроенной системе. Пропали подрулевые переключатели, их и не жалко. А вот отсутствие регулировки педального узла, возможно, кого-то расстроит. Зато кресло водителя по-прежнему запоминает настройки и, если вы глушите мотор, любезно отодвигается назад, облегчая вам выход из салона. Самая большая потеря – удаление панорамной крыши в начальной комплектации Limited. Зато стартовая цена упала на 47 тысяч. Не сможете вы заказать и светлый салон. Теперь только черный цвет. Также вы не сможете заказать цвет бронзовый металлик. Но не думаю, что кто-то из-за этого расстроится. Но это, в общем-то, все рюшечки. А вот потеря топового агрегата на 340 лошадиных сил – это серьезно. Теперь Ford предлагает только стандартный атмосферник на 249 лошадиных сил. Я, конечно, понимаю, что налог на 340 лошадей будет не слабым, тысяч так под 50, но все равно приятно, что такой мотор есть. Но вместо потерянного двигателя Ford предлагает зато вот такой ключик. Действует на 100 метров. Можно, конечно, попенять Форду за то, что под словом «новый» они скрыли обычную оптимизацию комплектации и слегка подправленную внешность. Но от этого и есть определенная польза для покупателей. После обновления Explorer стал стоить дешевле. Редкий случай, между прочим. Раньше он стоил 2 850, теперь стоит 2 700 000, 150 вниз. Неплохо. Да и сам Explorer хорош, отлично смотрится, добротно оснащен, но, разумеется, есть нюансы. Как вы помните, философия Форда заключается в том, чтобы максимально все упростить и предложить более низкую цену. Поэтому в этом огромном салоне, по которому можно бегать, вы не найдете каких-то очень дорогих материалов. Пластик на приборной панели мягкий, но выглядит грубовато.
а местами даже шероховатый. Кожа не элитная, не алькантара, простая. А вот эта вот россыпь кнопок на центральной консоли говорит о том, что у создателя было весьма странное понятие об эргономике. На понятие комфорт у Форда тоже свой особенный взгляд. И тут надо просто понять и принять. Ну или простить. На мой взгляд, заднее сиденье жестковато и немножко короткая подушка. Но, с другой стороны, есть откидывающаяся спинка, так что устроиться можно практически как угодно. Для задних пассажиров есть свой климат-контроль, есть двухступенчатый подогрев, есть два порта USB и есть розетка на 230 вольт. Но здесь какой-то очень странный разъем. По крайней мере, у меня дома ни одной розетки и ни одного агрегата, которые бы сюда подходили, нет. Вопрос: Ford, ты для кого вот это сюда поставил? Из-за того, что машина довольно высокая, при выходе с заднего сиденья вы так или иначе будете задевать штанами за пороги. Но дверь закрывается так, что полностью защищает их от грязи, и вашим штанам ничего не грозит. А еще Ford заботится о покупателях, чтобы те, не дай бог, не перетрудились, поэтому электрифицирует все, что только можно. Что багажник открывается с ноги и закрывается кнопочкой. Ну, как говорится, еще бы за такие деньги и без электричества. А вот чаще всего задние сиденья третьего ряда приходится тягать вручную, и обычно это зверски неудобно. Ford против такой постановки вопроса. Чтобы разложить третий ряд, напрягаться вам совершенно не надо. Жмете кнопку и 3-4 секунды сиденья третьего ряда готовы. А если вам нужен ровный пол, жмете сюда, магия электричества, и все. Большой багажник, ровный пол. А если захотите стать пионером Дикого Востока, складываете сиденье второго ряда, и у вас получается большое спальное место. Еще одна странность в том, что этот кроссовер весьма неплох на дороге. Нет, серьезно, он действительно едет хорошо. Обычно американские автомобили ведут себя на дороге как корабль. Они так легкой качкой вас взбивают. Explorer не такой. Ему подвеску сделали чуть более спортивной, чуть пожестче. Поэтому управляемость получше, и дорогу он держит более качественно, мне кажется. Кроме улучшенного поведения на дороге, зажатая подвеска привела и к повышению чувствительности. На частых неровностях машина ощутимо вздрагивает, зато крупные выбоины проглатывает почти полностью. Раскачка тоже уменьшилась, но есть пара эргономических проблем. Пока мы неторопливо движемся, отмечу некоторые недостатки. Ну, во-первых, это передние стойки. Они просто титанического размера. За каждую смело можно спрятать Кремль. Разумеется, это сделано для безопасности при перевороте. Но, с другой стороны, образуется гигантская слепая зона, и в городе, в узком пространстве это может несколько напрягать. Еще есть проблема с площадкой под левую ногу. Ее хочется отставить максимально влево, но это не получится, потому что тут вам помешает педаль стояночного тормоза. Впрочем, с такими мелкими проблемами в таком большом автомобиле жить можно. А вот можно ли жить с двигателем? Ведь он тут один, безальтернативный бензиновый V6 объемом 3,5 литра. И, естественно, первый вопрос: тянет или не тянет? 249 лошадиных сил. Это много или мало для такого автомобиля? Ну, по-моему, хватает. Несущий кузов гораздо легче, чем рамный. Нет лишних внедорожных агрегатов, которые добавляют вес. В итоге вполне динамично получается. Вот выставляем режим спорт, скорость 80 км в час, педаль в пол, поехали. 100 км в час, 120, 130, 140. Разгон вполне неплохой, 8,3 с нуля до сотни. Я считаю, что больше ему, в общем-то, и не надо. Чтобы окончательно разобраться с управляемостью, я решил дать Эксплореру задачу, с которой он обычно не сталкивается. Габариты, конечно, большие, но чувствуется достаточно легко.
и можно ESP отключить. Довольно-таки бодренько. И машина прям дает хорошую обратную связь. Можно, конечно, и побольше пожелать, чтобы руль чуть более упругим был. Но в таком режиме, на удивление, приятно. Я, честно говоря, думал, будет намного хуже. Естественно, есть крены. Их видно. Они чувствуются. Граждане американские полицейские, я теперь понимаю, почему вы его выбираете. Разумеется, большую часть своей жизни Explorer будет проводить на асфальте. Тем не менее, раньше Ford не скупился на качественные железки для полного привода. Когда-то в далекие стародавние времена Ford Explorer имел понижающую передачу. Нынче у него осталась муфта и вот эта шайбочка с 4 режимами. Режим нормальный, режим колея и зонтик, режим Мексика и какой-то режим со скрещивающимися колесами. Поможет ли ему это все дело? Честно говоря, не знаю. Смущает массивный бампер и небольшие пластиковые накладки под ним. На бездорожье их можно запросто оторвать. Хотя для этого надо будет постараться, ведь Ford заявляет, что дорожный просвет под Explorer 210 мм. Сегодняшняя моя задача сводится к тому, чтобы заставить полный привод этой баржи перегреться. То у одного из его конкурентов система оказалась слабовата и умерла достаточно быстро. Вот посмотрим, что у нас может Explorer. Кстати, по бездорожью идет довольно-таки уверенно, хотя бы в том плане, что геометрия неплохая. Нет ощущения того, что ты на первом же попавшемся спуске ударишься передним бампером. Очень неплохо сделано, на мой взгляд. Геометрия у Explorer неплохая. Передний свес короткий, а вот с задним надо быть осторожнее, он очень длинный. Но даже при таких условиях ехать по бездорожью легко и просто. Тем более машина сама в этом помогает. Во внедорожных режимах ESP отключается автоматически и нет необходимости лезть в меню, а в зависимости от выбранного режима меняются отклики на педаль газа. Нашел еще один интересный ассистент для езды по бездорожью. Переднюю камеру можно активировать кнопкой под монитором. Главное, чтобы был включен режим драйв. Можно изменить угол обзора. Я сейчас самый широкий поставлю, и вы, в принципе, видите, что у вас под передним бампером, насколько ситуация плоха. Можно, в принципе, даже ехать, глядя только в монитор. Размеренная езда не доставила полному приводу хлопот, и я позволил себе немного погонять. Впрочем, это тоже не дало желаемого эффекта, поэтому пришлось перейти к более сложным задачам. Включаем режим Мексика. И будем пробовать, чем у нас все это дело кончится. Заходим на волны. Идем, выходим на крен. Тут немножко пригазовать чуть-чуть можно. Опять, так, прошли. Теперь у нас опять волны. Опять волны, волны. Здесь можно, конечно, дать газу, но велика вероятность чего-нибудь сломать. И по глубокому песку разворачиваемся и уходим вниз. Вообще никаких проблем. Абсолютно никаких. Прошел как по маслу. Первое упражнение Explorer выполнил играючи. Колеса всего пару раз провернулись. Так что настала пора перейти к еще более неприятному участку. Здесь-то и возникла первая проблема. И сейчас следующее упражнение будет немножко похитрее. Подъем, тут будут глубокие рытвины, и тоже все, естественно, в песке. И на скорости это все не берется. Буксуем. А, нет, немножко встали. Без разгона взять препятствие Explorer не удалось. Сказалось отсутствие жестких блокировок и понижающей передачи. Когда гравитация помогла вернуть Explorer на исходную позицию, я решил попробовать пройти препятствие еще раз. Здесь особо не погазуешь, но в нужный момент можно разогнаться.
Но если переборщить с этим делом, можно раскоцать бампера. Поэтому будем рваться и прорываться, и прокапываться, и пробиваться. Давай, рой, 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 рой. Давай, мужик, давай. Молодец. Молодец, красавчик. А я думал, не проедет. А он проехал, засранец. Молодец. На этом участке мне, похоже, удалось поджечь систему полного привода. Догадаться о том, что электромагнитная муфта и сцепление изрядно нагрелись, было несложно. Сцеплением, конечно, попахивает, и он в какой-то момент, видимо, выключил все-таки полный привод. Но я, по крайней мере, сообщения об ошибке пока еще не вижу. Не дав системе толком остыть, я снова бросил машину вперед, хотя был уверен, что теперь Explorer точно сдуется. Очень неприятно, очень. Ямы одна за другой, и прорываемся. Ну, что я могу сказать? Для кроссовера очень хорошо. Очень хорошо. Не всякий проходит эту дистанцию. Даже вот на маленьком круге, который мы делали, у некоторых кроссоверов возникают проблемы. Этот прошел вообще без единого сучка, без задоринки, как по гладкому. Единственные проблемы возникли вот на этом подъеме, но он действительно очень сложный. До сих пор его на моей памяти только прошел Cadillac XT5, но у него очень хитрый дифференциал в заднем мосту. Для Explorer такое упражнение выполнено просто великолепно, я считаю. При этом полный привод у нас не перегрелся. Сцепление, конечно, попахивает от души, но тем не менее, я думаю, что это успех. По какой-то необъяснимой причине Explorer, даже растерявший внедорожный арсенал, мне нравится. Да, ему можно за многое предъявить. За расход, за отсутствие дизеля, за недостатки сборки, за простые материалы и даже за цену. Но этот здоровяк оказался крепким орешком. Он хорошо управляется и на бездорожье не подвел. Уже за это его стоит уважать. А лично для меня важна синяя эмблема на радиаторной решетке. Это словно пропуск в прошлое, во времена, когда автомобильная история еще только начиналась. И поэтому среди равных Explorer в коротком списке автомобилей, за которые я бы заплатил из своего кармана. И вряд ли я об этом пожалею. Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. Генри Форд.